Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Связалась у меня вот такая вот сумочка. Вязала я ее из полиэфирного шнура диаметром 3 миллиметра. Для вязания сумки я использовала крючок 4,5, 2 кнопки, 2 кольца, цепочка и вязаная ручка. Размер сумочки у меня в высоту 20 сантиметров, в ширину 27, в глубину 7 сантиметров. Но если вы эту сумку сделаете чуть больше, чтобы глубина была, допустим, 10 сантиметров, это ее вообще не испортит. Она будет очень хорошо смотреться и будет очень вместительная. Хотя эта сумка и сейчас достаточно вместительная. То есть сюда можно спокойно положить, допустим, даже тетрадку, не говоря уже обо всем остальном. Да, то вот сделала я 2 кнопки, потому что мне кажется, так будет плотнее закрывание. Сумка связана столбиками, скрещенными столбиками с одним накидом. Здесь использован раппорт из пышных столбиков. Дно вывязано столбиками без накида, но двойным вязанием. Все это я покажу. И обвязка сделана скрещенными столбиками без накида. Как их делать, я тоже покажу. Да, для того, чтобы вот мы это сделали, потому что хотелось поддержать общий рисунок сумки. Так, сейчас я положу ее, чтобы не шуршать. Если вы хотите изменить размер сумки, то есть у меня вот здесь вот 27 сантиметров, это в принципе достаточно много, то есть может быть кому-то такая большая сумка и не нужна. Значит, раппорт рассчитывается следующим образом. Нечетное количество петель должно отнимается 5, делится пополам. И оставшееся число должно тоже у нас делиться на 2. Это обязательное условие, потому что вот эти скрещенные столбики – это 2 петли. То есть, если я взяла 33 петли, получается, что 33 минус 5 это будет 28, 28 пополам 14, 14 делится пополам. Если вы возьмете, допустим, 31 петлю, то тогда минус 5 это 26, 26 пополам это 13, 13 пополам уже не делится, а надо, чтобы делить. Поэтому, когда будете рассчитывать петли, если будете менять размер, то, пожалуйста, это учитывайте. Ну, в общем-то, наверное, я сказала все по сумке, больше мне добавить нечего. Я предлагаю приступить к вязанию, если вас заинтересовал этот проект. Так. Делаем первую петлю на крючке. И набираем 33 воздушные петли. Набрали петли, разворачиваем вязание, будем вязать за заднюю петлю косички, то есть вот сюда. Одну петлю первую пропускаем и вяжем во вторую. Вяжем столбики без накида.
у нас продолжаем вязать таким образом до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязывая его 33-ю петлю вот в эту петельку, в слепую петлю, которую мы провязали первую на крючке. Все, провязали 33 петли, поворачиваем, сделаем одну петлю подъема, поворачиваем вязание и далее мы вяжем 33 петли за заднюю стенку, за заднюю стенку нашей петельки. За заднюю полупетлю, да, так правильно. Все, вяжем 33 столбика без накида за заднюю полупетлю до конца ряда. Провязали до конца ряда, делаем одну петлю подъема, поворачиваем вязание и следующий ряд мы вяжем одну петлю, пропускаем, как обычно, и вводим крючок за заднюю полупетлю нашего предыдущего ряда и за полупетлю ниже стоящего ряда. То есть вот таким образом должно получиться. Вытягиваем петельку, провязываем столбик без накида. Еще раз. За заднюю полупетлю и столбик, полупетлю предыдущего ряда. Вот так у нас получается. Получится очень твердое, как бы двойное вязание, твердое дно. Не надо будет его ничем усиливать, и оно будет держать форму. Все. Продолжаем вязание до конца ряда, то есть задняя полупетля, полупетля предыдущего ряда, вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд. Я провязываю 32-ю петлю, 33-я петля у нас вот, как бы показать это. Вот у нас есть петелька, вот здесь вот спряталась ее задняя полупетля. И вот здесь вот у нас есть еще одна полупетля предыдущего ряда. Мы вводим крючок, и вот я провязываю 33-ю. Все.
Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и продолжаем. Полупетля, полупетля предыдущего ряда. Видите, у нас вот здесь вот как бы две такие полупетельки получаются. Вот. Мы за вот эту полупетельку цепляем крючок, вводим, выводим ниточку и вяжем столбик без накида. Количество, смотрите, у нас получится внешняя сторона, внешний ряд, да, внешние ряды и внутренние ряды. То есть количество петель можно будет, количество рядов можно будет посчитать по вот этим полупетелькам с внешней стороны изделия. Все, вяжем. Вяжем такое количество рядов, сколько вы хотите сделать ширину своей сумки, ширину своего изделия. Дно у нас связано. Обратите внимание, что с внешней стороны сумки дно абсолютно ровное. С внутренней стороны сумки оно как будто бы приподнятое, оставляя здесь у нас вот такие вот ряды, как будто утопленные туда, да, то есть у нас немножко приподнято полотно. Так, теперь мы будем с вами поднимать стенки сумки нашей, вывязывая столбики без накида. Я с внешних сторон буду вязать по 33 петли, да, вот здесь у нас вот раппорт будет из 33 петель. По бокам сумки у меня получается 8 петель. Если у вас также вы вяжете по моим размерам, то так, само я закрываю ниточку, закрываем, что я хочу, чтобы у меня ряды начинались не с внешних сторон, да, а именно с торца. Поэтому я буду сейчас соединительными столбиками переходить вот сюда. Я вставляю крючок во вторую петлю, протаскиваю сюда нить и просто провязываю столбик. Все это у меня будет первый столбик, с которого будут начинаться теперь все ряды. Я его отмечаю. Далее провязываю следующий столбик без накида. Все, переходим к нашим рядам раппорта, да? В первую, в верхнюю полупетлю, верхнюю, я продеваю крючок и протаскиваю нить. Все, вяжем столбики без накида, да, вот эту верхнюю полупетлю. Таким образом мы с вами сейчас поднимем стеночки сумки. Так, по этому краю 33 петли, по торцам по 8 петель. Вывязываем столбиками без накида. Так, провязали первую стеночку. Вот. Петельки должны как будто бы приподняться. Должно получиться вот так вот. То есть как будто должно вязание прям вот, ну, встать вертикально, да? Теперь в торцах сумки, в боковушках мы вывязываем петли, столбики без накида
в каждую петлю нашего горизонтального ряда. И то зацепила. Два. Тоже провязали. 8 петель получилось. Все, переходим к вывязыванию еще одной стороны. Вяжем за верхнюю полупетлю, встречаемся вот здесь. Так, связали, подняли наши стеночки, сделали обвязку. Кому нужно, кто петельки считает не очень хорошо или запоминает не очень хорошо, отметьте себе, пожалуйста, начало ваших рядов маркерами. Вот здесь начался, здесь начался, и вот здесь вот по 8 петель с торца. Сейчас мы отметим с вами там, где должно быть наши пышные столбики, где узор пойдет. Так, от начала ряда, то есть вот здесь мы не считаем вот эту петельку, начинаем со следующей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот, отмечаем 16-ю петлю. Здесь у нас будет формироваться пышный столбик. С этой стороны делаем то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот здесь 16 петля. Мы ее тоже отмечаем. Здесь у нас середина, получается, вязания. То есть они должны быть симметричны друг другу и находиться друг напротив друга. Так, теперь давайте приступим к переходу на следующий ряд. То есть теперь мы уже начинаем вязать сам узор сумки. Вязать мы будем его столбиками с одним накидом. Я не буду повторяться. То есть я буду говорить, вяжем столбик, потому что вот слишком долго. Сейчас я вам покажу, как сформировать ложный столбик с одним накидом, с переходом на следующий ряд. Если кому-то будет непонятно, кто-то не поймет, у кого-то что-то не получится, девочки, просто как обычно закрепляемся, поднимаем столбик из 3 воздушных петель. Теперь нам надо соединить ряды. Делаем мы следующим образом. Чуть-чуть подтягиваем петельку, вводим крючок в петельку предыдущую, набрасываем петлю на крючок и выводим вот сюда.
стянули. Дальше петлю держим, набрасываем на крючок нитку и выводим вот сюда. Петельки подтягиваем, проворачиваем крючок вот таким образом на себя, провязываем первую нить, и провязываем вторую. Всё. Получили вот такой ложный столбик с одним накидом. Далее просто вяжем столбик с одним накидом. Не могу сказать, что один в один, но и не 3 петли. Все, приступаем к вязанию нашего узора. В одну петлю, вот в эту, провязываем пышные столбики. Следующим образом набрасываем нить на крючок, вытаскиваем, снова набрасываем, вводим крючок, вытаскиваем. Вот. На крючке у нас получается теперь 5 ниточек. Вводим крючок, набрасываем и провязываем все вместе. Протягиваем, вернее, ниточку и теперь провязываем. Все, мы связали один пышный столбик. Делаем петельку воздушную. Да, у меня вот не одно мучение, не вязание, потому что вяжу я очень туго. Теперь, может быть, вы так не вяжете, у вас будет все полегче. В эту же петлю, смотрите, набрасываем нить на крючок и в эту же петлю протягиваем нить, снова набрасываем, снова протягиваем, 5 петель на крючке, набрасываем, протягиваем. Итого у нас получается 7 петель. Протягиваем ниточку через 7 петель, провязываем. Все, мы связали с вами один пышный столбик. Дальше будем вязать скрещенные столбики с одним накидом. Набрасываем нить на крючок, во вторую петлю вводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. Набрасываем нить на крючок и возвращаемся, да? Провязываем скрещенные столбики. Вот это у нас должно получиться. Набрасываем нить во вторую петлю, 1, 2, во вторую, провязываем столбик и снова столбик, но уже в пропущенную петлю. Все. Вяжем, должно получиться 7 таких раппортов. Провязали раппорт. Теперь маркер наш убираем. Пропускаем одну петлю и во вторую петлю делаем пышный столбик в одно основание. Набрасываем нить, вытягиваем, набрасываем нить, вытягиваем,
Набрасываем нить, вытягиваем, протаскиваем, провязываем, делаем одну воздушную петлю и в это же основание делаем второй пышный столбик. Извиняюсь. Набрасываем нить, вытягиваем, набрасываем, вытягиваем и снова набрасываем и опять вытягиваем. Протаскиваем через все петли и провязываем. Дальше пропускаем 2 петли, 2, 1, 2, третью петлю делаем столбик с одним накидом, дальше набрасываем нитку и возвращаемся. Все. Вяжем наш раппорт дальше. Так, провязали 7 раппортов. Дальше дошли до маркера. Маркер убираем, не понадобится. Теперь в эту петлю вяжем опять-таки 2 пышных столбика в одно основание. Набрасываем нить, протягиваем, набрасываем, вытягиваем, набрасываем, вытягиваем. Протягиваем нашу ниточку через все петли, провязываем. Ввязываем одну воздушную петлю. И опять в это же основание вяжем второй пышный столбик. Протягиваем, провязываем. Дальше по торцу вяжем 8 столбиков с одним накидом. Провязали. Все.
эту сторону вяжем идентично этой. Начинаем с вязания пышных столбиков в одно основание. 2 пышных столбика в одно основание. Набрасываем, втягиваем. Делаем воздушную петлю. И снова в это же основание вяжем еще один пышный столбик. Конечно, нужно следить за тем, чтобы нить ровно лежала, особенно при вывязывании пышных столбиков, они тогда получатся ровненькие, красивенькие. Но на камеру это очень сложно сделать. Вообще на столе, конечно, вязать сложно. На весу намного проще. Повторяем наш раппорт. Скрещенные столбики, пышный столбик посередине. И здесь соединяемся точно так же, как я показывала. Ну, давайте вот здесь вот сейчас еще встретимся. Я еще раз покажу, как я вывожу столбик. Вот, если вам это подходит, вы будете это использовать. Сейчас вот этот ряд будем вязать самостоятельно. Все, провязан у нас первый ряд в круговую. Теперь нам надо закончить вязание, закрыть ряд и перейти на новый. Что мы делаем? Вытаскиваем чуть-чуть петельку, заводим крючок, накидываем петлю и выводим вот в эту сторону. Подтягиваем, чтобы хорошо у нас вязание соединилось. Дальше придерживаем петлю, накидываем петлю на крючок, вернее нить на крючок, и выводим в эту сторону. Вот у нас 2 петельки на крючке. Проворачиваем крючок на себя, накидываем нить. Туда пожадничала, коротковато. Провязываем. Сначала одну нить, потом 2. Все. Получили ложный столбик. И дальше вяжем. Тем же способом. Провязываем. Еще один столбик с одним накидом. И дальше вяжем в одно основание, вот сюда уже, пышный столбик. Уже будет вязать легче намного.
я забыла. При вязании в последующих рядах скрещенных столбиков обращайте внимание, чтобы они были прямо друг над другом. То есть, чтобы не съехал рисунок. Вот таким образом. Все, продолжаем вязать самостоятельно на ту высоту, на которую вы хотите. Встретимся потом и будем уже закрывать вязание. Провязали сумочку до нужной нам высоты. У меня получилось 11 рядов вверх. И в сантиметрах это получилось 20 сантиметров. Все, заканчиваем ряд и переходим к обвязке сумки. То есть сейчас мы должны петельку я вытягиваю на эту сторону. Сформировала я первый столбик без накида. И сейчас я буду делать обвязку по всему периметру сумки столбиками без накида. Единственное, что я буду делать их столбиками без накида узором крестики, наверное, да, чтобы поддержать вот эти наши крестики, которые на основном узоре сумки. Вяжется следующим образом. Как обычно, под 2 петли. Единственное, что мы крючок, нить крючком сверху. Все время сверху. Зацепляем, то есть так, так. И как будто бы поддерживаем наш узор. Крючок все время сверху. Получим вот такие крестики. Еще раз. Так, еще раз. Вводим крючок, захватываем нить крючком сверху, выводим ниточку и снова сверху. То есть крючок все время поверх нити.
получаем вот такие вот крестики. Все, я буду вязать 2 ряда таким узором. Сделаем обвязку и, наверное, перейдем уже дальше к завершению. Еще раз напоминаю, сверху крючок все время сверху. Получим узор крестики. Что я вот делаю? Все. Вяжем вот таким способом 2 ряда. Довязали до конца 2 ряда и завершаем вязание. Ниточку потягиваем. Все. Ниточку потом прячем. Вот такая вот сумочка у нас с вами получилась. Пока откладываем и будем вязать ручку. Приступаем к вязанию ручки. Делаем 1 петлю и набираем 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. Замыкаем кольцо. Ручку я буду вязать очень простую, потому что у меня есть сомнение, что она вообще там нужна в этой сумке, но сейчас ручку свяжем и потом уже посмотрю я. Дальше, смотрите, у нас колечко как будто бы замыкаем мы таким образом и распределяем петельки, чтобы у нас косичка вовне ушла, да, то есть она вот так вот внешне расположена. Дальше в каждую верхнюю петлю протягиваем нить и вот так вот соединительной петлей здесь, да, просто провязываем на длину ручки. Я буду вязать ручку 33 сантиметра. Она оптимально будет для сумки такой ширины. Все.
То есть за верхнюю полупетлю, да, которая должна на вас смотреть. То есть смотрите, мы как будто бы вяжем изнутри. То есть не с внешней стороны вязания, а с внутренней. И еще соблюдайте, наверное, не наверное, а точно соблюдайте плотность вязания. Вот у меня, как обычно, пошло на уплотнение, чтобы ручка была она одинаковой ширины по всей длине. Все вот таким вот образом мы вяжем, захватывая вот эту вот внутреннюю полупетлю и провязывая соединительными столбиками на всю длину ручки. У нас получится вот такая вот, ну, вот такие косички по внешнему краю ручки. Все, дальше вяжем самостоятельно на всю длину ручки. Все, ручка наша довязана. Сейчас мы с вами спрячем ниточки. Большую нитку отрезала. Можно взять крючок поменьше, но мне неудобно маленьким крючком. Я буду делать этим же. С этой стороны делаем точно так же. Все, ручка наша готова. Так, я уже пришила кнопки. Кнопочки я пришивала 2 на уровне вот этих вот средних раппортов. То есть у нас 7. Я пришивала на уровне 4, чтобы наша сумочка плотнее закрывалась. Все. Осталось нам с вами деть ручку.
прикрепим. Я буду прикреплять вот сюда. У меня кольца большие, поэтому я буду прикреплять пониже, чтобы они не шибко торчали. Если у вас кольца поменьше, то можно и повыше их прикрепить. В качестве длинной ручки я буду использовать цепочку. Просто обычную цепочку. Мне кажется, она сумочку повеселит. Все. Сумочка наша готова. Можно пользоваться. Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете по поводу вот этой ручки. Нужна ли она здесь вообще, в принципе. У меня такое ощущение, что она, в общем-то, и не сильно нужна. Ну, хотя, может быть, и неплохо смотрится. На этом все. Ровных вам петелек, красивого вязания. Заходите почаще, оставайтесь подольше. И огромная благодарность всем, кто досмотрел это видео до конца.